Что ты видишь? Вижу, что кто-то прицелился, стрельнул. Вот так как-то в центр от интерферента. И какую-то как шкурку достал оттуда, откуда стрельнул. Сейчас надо посмотреть, к чему оно относится. Посмотри, Виктория, к чему эта ситуация относится. Это вот это слово, которое ты говорил, варга. Что это означает? Варга, сварга. Это что-то из мифологии. Это как война миров. Сварга. Наверное. Так. Приказывай тому, кто это стрелял, интерферент, приказывай ему проявить согласно его эфирному ДНК. Рассчитывается как около наземный спрут. Выглядит как спрут, который как-то снизу обвивает планету. А в секторе магии стоит какая-то фигура темная, высокая, как в плаще в черном, с такими какими-то странными глазами. И глаза вот так как-то пум-пум. Угу. Колдун. Так. Приказывай тому колдуну отвечать, кто он такой. Он как-то уменьшился, и вот этот черный плащ вот так как-то как полился, как вода. Борода черная. Демиург. Угу. Считывается демиург. Князь Так. мира. Заколдованный мир. Приказывай тому демиургу отвечать, что он делает по отношению к Земле, к человеческому сознанию. Приказываем отвечать. Говорит, изощряю. И вот так, как будто бы вот так выкручивает. По отношению к Земле, скажем так, к разуму землян. Он имеет отношение к сектору принятия решений. Люди сами себя терроризируют, уничтожают себя сами. Я слышу, уничтожают свою плоть. Так. Вот эта вот шкурка черная такая. Так, значит, это... А вот этот прицелился, стрельнул. Это кто интерферент? Приказываем этому интерференту проявить согласно эфирным ДНК. Считывается казначей. Угу. И у него такой счетчик. И он тоже считывается как демиург. Этот демиург, он находится со стороны магии. Считывается как человеческая раса. Проявлен в человеческой расе. А здесь вот и глаза у него такие какие-то, как искусственные. А он зверь. Выглядит у него как будто человеческое тело. Какой-то как слизняк ускальзывает. Считывается как дух демиурга. Кто такой вообще демиург? Ну, он как создатель миров считается. Название такое. Сейчас я посмотрю.
Посмотри, Виктория, что Считывается обозначает. выросший из древа. Там такое древо в секторе интерферента, как трухлятина такая, такое дерево черное, с таким дуплом. Мгм. Это дерево, это сознание. Это антимировское сознание. Мгм. Считывается паутина сознания, как нейросеть сознания демиурга этого. Катастрофизм. Так, приказывает ему Демиургу, что это он стреляет, что это за воздействие. Он что-то стреляет, вот как будто резинка такая какая-то шлепает. А в этом месте звучит как конец сварги. Э, Посмотри, Виктория, что такое сварга? Оно считывается как такое разделение, сварить, как-то сварить. Типа, сейчас сварга. Это большая битва богов. А в секторе магии появляется вот этот демиург, который, как этот колдун, варит варево какое-то и Мгм. пробует, как черпаком. Считывается сварить новую жизнь методом дефекта. Мгм. Уклониться, вот так уклониться от истины, пробить брешь в сознании человеческого разума, Мгм. сделать человеческий разум дефективным. И буквально вот где сектор принятия решений, вот здесь, там как брешь такая образуется, через которую уже вытягивается чистое сознание. Оно уже не чистое. Оно Так. уже, так М. звучит слово такое смешное, как демиургизированное сознание. Это как сваренное уже, как новый вид сознания. Считывается как отвлеченное от истины. Так, а вот это принятие решения, это чье принятие решения? Это человеческий разум. Мгм. Оно вот так выглядит, как будто такой мозг большой. Как будто бы его кто-то вот так подбрасывает, а он такой, как медуза. Сознание человечества, общее сознание человечества, коллективный разум. Мгм. Так. Хорошо. И что этот коллективный разум, какое решение он принял? Удавить себя. Так. А давай поговорим с этим коллективным разумом. Найдем в эфирном пространстве это эфирное тело коллективного разума. На счет 3 мы его найдем. 1, 2, 3. О, выглядит как такая штука сверху. Ам, Оно устремляется к первотворцу в эту сторону, и оно такое сияющее, прозрачное. И считывается там как мудрец, мудрецы, то есть сознание мудрецов.
и как капля такая утягивается, чернеет, чернеет в сектор интерферентов и превращается как в корни черные. И считывается как сознание демиурга. Вот эти черные корни. Мгм. Хорошо, Виктория. Давай спросим у этого коллективного разума разрешение потрудиться с ним и для него. Так, глаза у него тоже есть. Он как сонный такой. Глаза приоткрыл, такие большие. Мгм. Неохотно так. Я его спрашиваю, дает ли разрешение. А он говорит, ну да, конечно, ты можешь Мгм. говорить со мной. Говорит, что всем место находится здесь. И говорит, что, говорит вот так, мы все одно целое. Мгм. Также говорит, что благодаря тебе мы все еще живы. Благодаря кому? Мгм. Спроси у него. Говорит разделение. Вижу, идет какое-то разделение, и такой полосой вот этот разум мудрецов, он как-то отделен от этого черного разума глупцов. Мгм. Они как бы топчут сами себя. Также там считывается как индивидуальное мышление, оно как отдельно стоит. Оно как парит вверх, поднимается, как такие шары. И когда я смотрю, то я вот так и считывается, слышу, что сознание мудрецов. Как будто бы каждый мудрец своим сознанием, вот это общее сознание вот так поднимает вверх. И сознание мудрецов, они как бы не соединяются в одну кучу, а вот так отдельно, такой полосой. А там ниже, как идет уже, считывается как темное пространство души, и там как будто бы люди сами себя топчут, как виноград топчут. Мгм. Там считываются энергии гнева. Он считывается как безобразие. Так. Да, хорошо. Спроси у этого сознания разрешение потрудиться, можно ли с ним. Оно говорит, что оно разрешает, и вот так сделала. И вот эта стрелялка, которую кто-то стрельнул туда, это обратно полетело туда, в сектор интерферентов. Мгм. Так, что вот это за принятие решения коллективного разума? Что это за событие такое? Так, вижу какую-то гору, такая высокая-высокая гора. Какая-то как будто бы свита вот так вверх. Мгм. Там такие тучи. Эта гора вот так как-то растет вот и прямо из, так считывается, с Демиурга. И поднимается как в небо. И тучи там такие. Там считывается как
такой пюпитр, как дирижерский мостик такой, Так. как пульт управления. Считывается пульт управления сознанием. Сознанием чего? Человеческой расы. Угу. Так, кто этот пульт держит? У кого он находится? Вот этот демиург, который ходит в черном плаще, у него такая палочка, и он, как дирижерская палочка, постукивает по этому пюпитру. Угу. А души, вот сознание, когда я смотрю, просматриваются как будто бы головы такие круглые, лица. И это как-то странно там. Слышу, как шаги, как пустая комната, такая эхо какое-то. Получается, что сознанием человечества управляет сознание демиурга. Понятно. А когда это произошло, когда сознание коллективный, вот этот разум разрешил этому демиургу им командовать, грубо говоря, что это было за решение? Так, считывается, что решили поплыть по течению. И вижу, как эта гора, она вот так как проткнула какое-то пространство. И образовался такой, как вихрь. Сейчас я посмотрю, что это. Угу. Считывается, как допотопная цивилизация богов. И вижу какое-то событие, и там прямо как будто бы по небу, а земля внизу. Ходит кто-то. Какой-то ходит Зевс. И я вижу, этот Зевс ходит так как-то. Мужчина такой сильный. Да, у него крылья есть. Угу. И он берет какой-то черную штуку, похожую на такую скалу, которая прикрывает какой-то вход туда, к демиургу. И он берет эту глыбу, вот так поднимает вверх. И когда он это поднял, то оттуда рванули какие-то энергии, как радиация, яркие такие. Интересно, как будто бы множество таких привидений, таких ярких, вот таких, как вспышки, вырвались оттуда. Да, это какая-то радиация. И я слышу, что землю покрыл пепел. Пепел покрыл землю, Угу. всю землю. Это какая-то катастрофа? Да, оно вот так, как нуклеид, вот так звучит. Но это как ядерная энергия. Угу. В общем, вот это событие, когда Зевс открыл вот эту брешь к демиургу. Да. Так. А кто такой Зевс? Слышу, что это верховный жрец. Он сейчас. Я вижу, что он выглядит как такой человекоподобный, как ангел, только мощный такой. И у него крылья огромные, но вот спереди, там, где живот у него, и где этот его
орган мужской. Мгм. Там черная подключка у него. Весь живот, я вижу живот, и там как брешь такая, и все черное. Как Так, будто у него в животе, и там, где его сила мужская, вот там это все черное, и там такое, как вот это рой мух, такое что-то черное летает. И среди этих черных хлопий оно считывается как дым, гарь, и вот это радиация. так, а как это относится к человеческому разуму, коллективному разуму? Кто он, часть его или какое он отношение имеет? Я вижу, что вот этот демиург, он как будто бы голову этого Зевса на себя одевает. И находится он ну, как бы в секторе магии. Когда ты задала этот вопрос, какое отношение имеет к человеческому разуму, а я слышу, что он надул человеческий разум. Возбудил? А, да, то есть он, То есть что это за воздействие было, вот это возбуждение, что это обозначает? я слышу, что он позвал на сваргу. Мгм. Также я слышу, что он уничтожил своих детей. Уничтожил своих детей. Именно этим решением позвать на сваргу? Да, а дети у него как будто находятся вот у него в животе. Какие-то дети. Мгм. И я вижу там человеческие лица. Так. Также почему-то идет вот так, что он помог уйти от ответственности, изменил карму. Кому он помог уйти от ответственности? Вот он достает вот этот, как спрут черный. Он такой, как будто чавкает. Такая энергия какая-то чавкает, как болото какое-то. Черное, как нефть, переливается. Мгм. Считывается как пуповина. Ну, пока ничего не понятно. Мгм. Так, ну давай, значит, спроси у него, зачем он позвал на сварку? Зачем, кого позвал и зачем это ему нужно? Так, он говорит, что было 2 мира, Мгм. какие-то 2 мира, и 2 полюса. Они как-то находятся не там, где Северный полюс и Южный полюс, а так бы я бы сказала, там, где Америка и, скажем так, вот, где Европа или Россия, вот так вот, по обе стороны. Евразия. Мгм. Вот так вот. Так, и что эти два мира? Между ними была вот эта сварга, война? Я вижу, что, да, что там, вот скажем так, с этой стороны какой-то вот этот, как стеклянная гора такая, как будто бы из стекла, огромная. И там такие какие-то люди, как будто бы человекообразные, какие-то
считываются просветленные. А с этой стороны, там как будто бы, вот там, где Индия, вот Мгм. там такие, как человекообразные обезьяны большие. Просто лезут люди черные, такие страшные. Мгм. И считывается как колдовство демиурга, растление расы и перевоплощение. Там что-то связано с перевоплощением душ. Я слышу, животная стадия, нисхождение как бы душ в животную стадию. Ага. Деволюция. Но я вижу, что там это управляемый процесс. Мгм. Там такие, как лаборатории. Вижу какую-то лабораторию, и там такие, как серые, как будто какие-то странные существа. Они такие полуплотные, липкие какие-то. Мгм. И они что-то делают на гипофизе. Генетические мутации. Я слышу, что они изобретают человека-зверя. Мгм. И там какое-то слово звучит рама, война какая-то. Там такие, как будто получается, в каком-то духовном мире, как духовные существа, как ангелы, но у них сознание каких-то животных. М. Странно. Как будто бы Да. не люди, странные химеры такие. Эти химеры, они относятся к стороне этого демиурга? Да, Мгм. я Так. слышу, что они заключили договор. Так, с кем? Там такое существо, а, как военный такой, бух-бух идет так, с бородой. Воин. Кто это за воин? Приказываем отвечать, кто он такой, суть его. Он какой-то завоеватель, у него шлем вот так на руке лежит. Он как-то по космосу летает. И у него много кораблей. Много-много, такие большие, черные, корявые такие корабли летающие. И говорят они, что они потеряли основу. Какую-то основу они потеряли. Землю. Какую-то... Сейчас я посмотрю, что это они потеряли. Там как будто бы какая-то нейронная звезда, которая вот так вот кружится и пожирает все. Как черная дыра их Как называют. черная дыра такая. А они оттуда на этих кораблях как бы мимо пролетают, вылетают. И у них такие большие экраны, и они как-то сигают вот так сквозь эти экраны, Порталы. как порталы, да. Так, и что они потеряли?
Так, основу потеряли. Основу их ногам физические тела. Они Мгм. потеряли физические тела, способность рождаться. Они все считываются как демиурги. И я вижу, М. что они вот так как-то, как прилетели на Землю, как будто бы прилипли к ней. И вся планета сразу как будто бы на соты разделилась. Я вижу, что это как сфера влияния этих демиургов. М. Они разделили планету как бы между собой. Их 200 с чем-то. Мгм. То ли 256. И они всю планету вот так, как сеткой накрыли. И вся планета стала похожа на один большой глаз рептильный. Экран. На планете образовался экран. Мгм. Такой какой-то информационный экран зеленого цвета. И имеет вид такого глаза, как разделенный на части. Это получается как сетчатый глаз мухи? Да. Мгм. Так. Это как и И захват? Мгм. это как захват. И я слышу, что сознание уплотнилось, и оно стало вот как бы черным с одной стороны, и вот этот корень пророс к цивилизации вампиров. Это цивилизация вампиров, вот оно что. Мгм. А кто Они это? потеряли свою самобытность, способность энергию генерировать, потому что они не могут рождаться. Физическое тело генерирует энергию, а у них нет этого. Мгм. Нечем подпитаться было. Да. А вот эти 256, кто они вообще на физике? Кем они представляются или представляют на физике? Приказываем проявиться, кто они на физике в ряд. Они стоят, как такие черные какие-то гиганты, и руками прячут свои гениталии. Мгм. Они считываются как демиурги и как мухи почему-то. Фу, вот почему мухи. Они очень Мгм. противные, слизняки такие, как липкие. Так. Это они управляют странами, войнами, все этими. С Да, кого? они сказали мы. Мгм. И эта война Украины с Россией ихнее дело. Они это развязали и поддерживают. Они вдохновляют, они не развязали. Мгм. Развязывают сами люди. Вот этот образ идет, что топчут сами себя ногами, как вино, как Мгм. виноград. А они вдохновляют. Человек может отказаться. Это все вот зависит от решения самого человека. Мгм. Я слышу, что человечество теряет свой потенциал, когда отказывается от жизни, упрощает жизнь, уплощает, делает ее
плоской, он отказывается от человеческого тела, от своей жизни. И таким образом идет вот разделение. Я вижу разум мудрецов, который стоит как бы выше над этим разумом глупцов. А глупцы, они вот как будто это виноградное такое, где чавкают этот виноград. Мгм. Оно считывается как коллективное сознание демиурга. То есть я вижу, что индивидуальность, индивидуальный разум – это тот разум, который вот устремляется к конам жизни, вот, и они как бы отдельно друг от друга. То есть каждый ощущает свою собственную индивидуальность, каждая душа. А вот эти, которые находятся в этом процессе брожения и самоуничтожения, вот они как все вместе, как одно неделимое. Мгм. Паразитический рой. Да, но я вижу, что это вот эти люди, ты спрашивал про войну, они как будто бы топчут себя сами, Мгм. вот как бы ногами такими черными, то есть они сами себя уничтожают и уничтожают свое физическое воплощенное тело. И как будто бы вот я вижу, считывается вот так, что они отдают это физическое тело демиургу. Вот эту шкурку, которую я увидела в начале, как этот демиург стрельнул, и осталась только шкурка. То есть это физическое тело, это как дань, как принес в жертву. И вот этот Зевс какой-то стоит, и вижу, он сильно вырос. И вот это пятно черное, которое у него было, как-то так рассосалось, и он уже четко видит подключку к его достоинству. Это сила, это символизирует его мужское начало, силу. Но там это в этой подключке она так четко выделилась. Что это там выделилось? Там считываются как души убиенных. Это тех, кого он позвал на Варгу? На эту войну? Да. А кто это, эти души убиенных? Я вижу, что они вот так сейчас проявилось вот это, где снова это слово «рама», звучит какая-то война, ядерная война. И Ага. вот эти, они как будто бы не на земле, а между небом и землей, такие как полубоги, полуживотные. Считывается мистерия, Угу. душ. И вижу, что души как-то привязаны. Так, что это за души? Как можно... Знаем ли мы их? Какие-то полу, половина, полукровки. Угу. Я вижу, что я слышу снова модификация людей и слонов, людей и обезьян, и тигров, разных животных.
Мгм. То есть это, да. И эти души, они как-то, я слышу, что они прекратили свою эволюцию. И вот так шух, и ушли, как в сознание демиурга. Мгм. Я слышу, что прекратился естественный путь эволюции души, душ. Так. И в этом ответственный Зевс был, то, что они прекратили этот естественный путь. Да, вот этот Зевс, и у него такая какая-то штука на голове, как венок какого-то победителя, но черный венок. И от этого венка такой шлейф черный в сектор интерферентов идет, и от его чакр. И вот так каждой чакре такие шлейфы идут. И вот этот его мужская сила, да. Мгм. А когда я смотрю вот на эту подключку от его как бы Мгм. мужского, Мгм. то Ну, оно такое, это как шлейф тянется, а там считывается души убиенных. Он позвал на сваргу. мгм. В общем, это его решение прекратило естественный путь этих душ, которых он позвал. Что это было за событие, когда он их позвал? Давай посмотрим, что это было за И я событие. слышу, что он увлекся, и что он изготавливает какие-то, как в пробирках, что он увлекся эволюцией. То есть он как будто ученый какой-то. Ну, творец, творит что-то. Мгм. Так, увлекся. И вот эти люди, животные, люди с головами животных, как тигры какие-то, с мордами, с такими. Вот. Мгм. И снова слышу, что он позвал. Он как будто бы вот этих людей натворил в этой Рамаяме или что это такое. Эм, Как бы были эти люди созданы, как войско. Мгм. И они какие-то не физические. То есть они могли, я вижу, что они как бы в эфирном пространстве, в тонком плане, в духовном пространстве, они вот так перемещаются, Мгм. и это считывается как ошибочное звено эволюции. Я вижу, что эти все так называемые воины, они, короче, попали, потому что в них была заложена ошибка в их создании, в этих лабораториях. И вот эти серые, сейчас они слышат, что я говорю. Они что-то делают с гипофизом. Мгм. И там такая черная точка есть какая-то. Надо посмотреть, может, это можно отменить. Оно вот так связано, вот этот Зевс, его принятие решений. Потом в секторе магии это лаборатория. И там этот демиург. Какое-то существо лежит как на столе. Это слон. Мгм. Что-то они там творят, да. И в голове у этого слона какая-то штуковина такая.
И там какой-то Рама. Это как человек, что ли? Мгм. Кто Да. это такой? Рама приказывает ему Раме проявиться на тот момент. Кто он такой был? Он называет себя вождь зверей. Мгм. Какие-то махинации происходили с его сознанием. Так. А кто этот Рама? Он был на физическом плане тогда воплощен, когда это была операция? Я вижу человека, как индус, с таким пятнышком красным на лбу, Мгм. в такой одежде белой. Он так идет как-то этой одеждой, как плащом, как-то вот так. Так, это какой-то создавали гибрид этого человека со слоном? Что это была за Он операция? говорит, что он сам согласился, да, Так, а на что он согласился? быть бессмертным, говорит, потерять свое тело. Они не Мгм. смогли больше воплощаться в людей. Так. Такое впечатление, и сейчас так у-у-у, как будто бы со стола вот обезьяны так полились. Мгм. А Зевс какое имеет отношение к этой операции? А он говорит, что ему нужны были воины. Так, а давай спросим, зачем ему эти воины были нужны? Он показывает, говорит, что он уселся, как он себе как будто бы место вот так в гнезде выбирает получше. Вот там на этой горе, в духовном плане. Мгм. Говорит, что он занял свою территорию. Так, это гора как Олимп, имеется в виду? Но она типа как, Олимп, но оно как-то, вижу, оно как-то по-другому, как бы не буквально где-то на, Мгм. а как бы имеется в виду как-то, что это вот, разные планы. То есть это духовный план, это более плотные планы, и все это как, Мгм. Так, а вот этот Зевс, именно его решение вот этим заняться гибридизацией, это связано с тем, что вот эти паразиты прилепились к земле? да, это имеет отношение. Вот он снова как будто бы эту глыбу вот так поднимает. Ты знаешь, как бывает так: поднимаешь камень, а там какие-то живут, полно Мгм. всяких таракашек. Мгм. И вот он как, поднимает эту глыбу, то вот это все лезет изнутри, из сектора магии, из сектора интерферентов. И вот это я слышу, это Рама, кто-то такой Рама, четко слышу Рама. Мгм. Это из санскритской, это Махабхарата, это война давнишняя. Так, мгм. А кто этот Зевс? А, кто он сейчас? Мы его знаем? М.
слышу фальсификатор. Мгм. Он как будто бы хочет скрыть следы. Вот так заметает, как будто бы рукой вот так хочет скрыть это и кричит, И что он не виноват. Это та голова, которую одевает Демиург на свою голову. Как бычью голову такое. Упрямство. Так, ну открыл вот этот камень, поднял-то он? Это ж его решение было. Да, Так, а почему же он говорит, что не виноват, если это он поднял этот камень? не знаю, он сейчас пальцем тыкает на этих всех, на эти души, которые полубоги, полуживотные, Мгм. и говорит, что они сами виноваты. Почему он так считает, что они сами виноваты? Говорит, что он их позвал, и они пошли. Мгм. То есть Что они виноваты в том, что они согласились, пришли да, на зов? да. Мгм. И он говорит, что он их модифицировал. Так, ну значит, этот Зевс ответственен за то, что он их позвал. А зачем он их позвал? Зачем это было ему нужно? Ему нужно было вот теплое местечко во Вселенной, пригрел он, умащивается. Мгм. Так, а вот эти души, которых он позвал, это относится к коллективному разуму? Да, они уплощают коллективный разум. Мгм. Они вот так такой тон дают, фон, гул. Мгм. Я слышу, что это согласие на эксперименты. Что эти люди, они пренебрегли, вот этот Рама и вот эти его воины, они пренебрегли а, физическим воплощением. Мгм. Они как бы нарушили святость жизни, разрушили коны свободы. Они как-то в обход цивилизации, в обход эволюции хотели что-то сделать. Мгм. Так, Виктория, а я, ты, например, как мы относимся к коллективному разуму? Мы можем, как ответственные за него, представлять интересы этого коллективного разума? Но я вижу, что их много. Оно считывается как разум мудрецов. Вот. Мгм. Так, вот этот эксперимент, на который согласился этот разум мудрецов, что это за контракт или соглашение? Давай посмотрим, на что согласился этот коллективный разум. Но это не тот коллективный разум. Это те, кто решили себя как бы переделать. Это вот эти, которые внизу там находятся. Ага, это какая-то часть? Да, они опускаются вниз. То есть я вижу, что человеческие души, которые пренебрегают конами жизни, они выпадают из общего эволюционного процесса, опускаются вниз. Идет разделение, снова я это слышу, разделение. И вот эти, которые считываются как мудрецы, разум мудрецов, они поднимаются вверх, вот в сторону, где первоисточник, в ту сторону. А эти вот так как будто бы трамбуются, как виноград, который давят
и он превращается в воду, в ничто. То есть уже нет целых этих зернышек. Мгм. Точно так же эти души, которые пренебрегли конами жизни, своим физическим воплощением, они потеряли свою индивидуальность, и они опускаются постоянно, их сознание опускается вниз, я слышу, для полного растворения. Мгм. Так, Виктория, получается, вот этот первый контракт между Зевсом и этим Рамой произошел как Да, начало? вот Мгм. как-то так, потому что снова я слышу, что Зевс Раму Хорошо, Виктория, давай посмотрим, какой контракт они между собой заключили. Можем мы это посмотреть? Да, я смотрю, этот Зевс, он вот так показывает этот шлейф, который у него как на пиндере, знаешь, как шланг такой огромный какой-то. И там считываются души погибших, то есть души, которые уходят. А, Мгм. Они уходят на как бы на уничтожение. Я слышу, что они предали себя сами. У Мгм. них была какая-то неправильная война. Война за ресурсы. И вот этот Зевс, он хотел для себя что-то, вот это как гнездышко, знаешь, выстилает Место. как будто Мгм. место, да. Но это как будто, знаешь, не где-нибудь там на небе, а вообще как будто бы в космосе. Там я вижу это как издалека огромные территории космические. То есть вот Мгм. эта гора Олимп, она как вот этот снова, вот этот пюпитр, где стучит этот демиург как по нотным клавишам, да? Он как дирижер, этот демиург. А использует этот демиург именно силу Зевса. Этот Зевс, он как будто прикован там, крыльями взмахнет огромными, вот он весь сияющий, но спереди у него все чакры вот так, я слышу, заражены, черные Мгм. ключки. То есть он часть себя потерял. О, Мгм. Этим решением? да, подчиниться демиургу. Он решил подчиниться демиургу. Мгм. И это связано вот с этим рамой. Этот рама и эти лаборатории. Мгм. Так, а спроси у Зевса, видит ли он, к чему привело его решение позвать эти души и подчиниться Демиургу? Да, он говорит, что он был управляемый. Говорит, что его извне, его слабосилием. Так, что это значит? Что он принял это решение под давлением? Но я не вижу, чтобы на него давили. Я вижу, что он для себя какие-то преференции хотел из этого получить. Мгм. Вот это он как будто бы в гнездышке умащивается. И вот снова я вижу этого слона, который лежит на столе, как будто бы слон большой, а внутри этот человек лежит, рама. И я слышу, что перенесено сознание, что это были эксперименты переноса сознания вот этих творцов, существ человеческих,
в животных. И Мгм. все. И пошла деволюция. Так, а спроси у Зевса, он получил эти преференции, которые ожидал? Он говорит, что он был низвергнут за предательство. Он показывает, что он как бы э, предал тех, кто находился в его чреслах, его будущие дети. Это цивилизации целые. Мгм. И я слышу порог. Так, порог, одно и то же слово фактически. Мгм. Я хочу с ним поговорить, хочет ли он отменить это решение, хочет ли он что-то изменить в его. Решение, Да. отношения. Давай поговорим, Виктория, поговори с ним. Покажи эту ситуацию, эти последствия. Скажи ему, что он может отменить это его решение. Мгм. Я ему показываю этого раму, этого слона и этих обезьян, и это все. И говорю, что он может отменить это решение. И он берет такую большую ручку с пером, с таким огромным. Красиво-красиво пишет. Он говорит, что он не хочет раму остолбенять. Чего-чего? Остолбенять, замораживать. Да, да. Мгм. Если он хочет здесь, пусть он расторгает этот контракт с этой Надо Демиургом. же. Вижу, как эти индусы, они словили этого слона. Веревки такие длинные. И я им передаю, чтобы они отпустили этого бедного слона. А этому Раме передаю такую книгу большую. И он ее читает. Мгм. И он ее читает, вот так сидит на этом столе, знаешь, как в операционной. Ноги свесил, сидит и Мгм. смотрит, читает эту книгу, а потом вот так поднимает, смотрит, а у него, где его мужское достоинство, там такая черная подключка, что символизирует потеря сознания, потери силы. И он раз как будто бы хочет спрятать. Я ему говорю, что он может отменить его решение создавать этих богов, воинов. Мгм. И он как-то вот так, я вижу, как будто бы потрусил дерево, и такие обезьяны черные попадали туда прямо вниз. И когда они попадали, такие черные обезьяны, то изнутри, там, где сектор интерферентов, начинает выходить такой какой-то шар. Считывается сознание рамы. О, лицо снова его вижу с этой точечкой, и он выколупывает эту красную точку у себя из лба, эту чалму снимает и поднимается как ангел просто вот в сектор Первотворца. Мгм. И когда он это сделал, то я вижу, как у него энергосфера вся вот так начинает сиять очень сильно. И все чакры начинают вот светиться. И вот эта подключка уходит черная, и он взмахнул крыльями. Говорит, Рама свободен.
Мгм. Вот. Передай Раме, что он может отдавать карму за насилие, ложь, обман истинным виновникам. А этот Зевс, он вот так сидел с таким пером большим, и он раз, как будто бы рука ему так упала, и он говорит, что он не хочет ломаться больше. И вижу, как он этот камень, ну, как будто камень такая, какая-то скала, которая вот лезет и снизу. Он ее так раз и накрыл. И вижу, как он вот так руками загребает это черные энергии, как мухи какие-то из Мгм. сектора магии, прямо туда сгребает обратно вниз, говорит, в черную дыру. Мгм. И эти корабли, такие корявые, большие, он их тоже так рукой туда. И когда он это вот сделал, как в мешок, и потом снимает из своего органа подключку, и вот так как веревкой заматывает этот мешок, вот так как-то не завязывает сверху, а как бы посылку делает, вот так все это перематывает этой подключкой. Она такая странная, как шланг, и отправляет в портал. Мгм. И перед ним оказалась такая огромная, как тетрадь. И он говорит, что он переписывает историю. Что значит переписывает? Сейчас я его спрошу. Мгм. Он говорит, что он достает своих детей из его чресел. И вижу, как этот шланг, шлейф, он как будто бы такой стал, никакой. И он достает такие лица и говорит «великие воины». Я Мгм. вижу, что эти великие воины, они как бы привязаны были в этих, у демиургов. Я им передаю, что они все могут освободиться. Это души закрепощены, это души великих воинов, которые их превратили как каких-то животных. И Мгм. я им передаю душам этих воинов, чтобы они возвращали свою индивидуальность и свою способность к эволюции. И передаю вот так как-то громко-громко кричу, что Зевс отворил врата. М. Для них, чтобы они Нет, вышли. это я сейчас посмотрю, что это за М. время такое. Мгм. Посмотри. Я вижу это, когда Зевс открыл эти врата, это как в космосе такой, как шлейф такой, как портал открылся черный. Мгм. И Зевс это увидел, когда я закричала. И он смотрит, а у него вот это, где он умащивался вот так, а это под этим троном у него какая-то черная эта змея, этот портал черт. Мгм. И он говорит, что он отказывается от духовной близости с демиургами. И в этот момент я вижу, он снимает из себя вот много-много глаз, как будто бы у него маска какая-то с глазами. И вот этот какой-то как венок на голове, это все черное, он вот так снимает, вот так клубок такой делает, огромный с этого всего, и выбрасывает.
И оно вот так полетело туда, в космос. А когда он это сделал, то я услышала «Рама» и увидела, как такая звезда как будто вспыхнула. Мгм. И там этот творец Рама, ну, как человек уже выглядит, Мгм. как ангел. Восстановил. Мгм. Да, что-то происходит в космосе. Что происходит? А вот эта гора, она как скала такая огромная, где этот Зевс сидел. Эта гора начала ломаться. Она как игла такая. А считывается, что это тщеславие. Вот. И это тщеславие, это как начало ломаться. И в секторе магии это тоже ломается. Это игла этого колдуна, демиурга. И я от имени всех разумных существ и душ мудрецов нашего разума человеческого приказываю всем демиургам убирать их воздействие с нашей планеты. Всем вампирам приказываем убираться прочь. Присоединяюсь к твоим приказу и тоже это приказываю им. Вот. И кто-то кричит, что Рама отнял у нас будущее. Я передаю, что дети вправе выбирать свое собственное будущее и не отвечают за проступки их отцов. Пусть они убирают их воздействие с нашей планеты. Мгм. Передаем информацию всем людям, человеческим существам, чтобы все существа человеческие возвращались к разуму, первотворцу, конам жизни, гармонии и выбирали только жизнь, гармонию, процветание. Мгм. Передаем эту информацию душам. И произошло вот так, как будто вот эта шкурка такая, как в начале, да, была. Я вижу, как эта шкурка вот так черная уходит, а оттуда выходят из сектора интерферентов как души. Считываются души живых. Мгм. Хорошо, передаем этим душам алгоритмы освобождения, как они могут вернуться на эволюционный путь жизни и гармонии. Я слышу, что передаем информацию, чтобы они прекратили убивать себя, Мгм. лишать себя жизни. Пусть каждая живая душа начнет ценить свою собственную жизнь, потому что жизнь каждой души, физическое воплощение, имеет большое значение. Это Мгм. показывает святость жизни. Хорошо. Так. Интересненько. Мгм. Давай, Виктория, вернемся к коллективному сознанию, с которым мы разговаривали. Мгм. Посмотри сейчас, а, как он выглядит. Ушла этот изъян. А, Оно как будто бы прихорашивается. Я показываю на эти глаза,
накладки на глазах, потому что оно такое сначала ленивое было, а сейчас такое, как игривое. И я показываю на эти накладки, то есть на эти импланты фактически фашизма, да, Мгм. самоуничтожения, чтобы коллективное сознание избавлялось от негативных воздействий и от установок, от программирования, и пусть убирает, очищает полностью свое сознание от негативных программ и наполняется светом жизни, гармонии, процветания и Мгм. обретает свою собственную силу, которая запечатлена в каждом, каждой молекуле разума, скажем так. Мгм. И пусть То есть вытягивает вверх светлое пространство, все те души, которые идут на уничтожение. Пусть передается информация по всем каналам божественного разума. мгм. Также передаем, что пусть отдает карму этому антимиру, истинному виновникам по всей лжи, уловках, насилия, пусть отдают карму. Вижу, что крона дерева как будто зацвела такими Мгм. цветами. И отрубает дерево, само как бы от себя отрубает черный этот ствол с корнями. Мгм. И вот эта крона цветущая, она поднимается вверх. А вот эти корни черные, они отвалились. И там какой-то жуть такая, как крики какие-то внутри там. То есть оно отваливается, не все выбирают жизнь. Мы очищаем полностью наше божественное сознание. Очищаем. Все чужеродное от антимира отправляем антимиру. Все, что принадлежит нам, призываем, очищаем через фильтр, чтобы к нашему священному сознанию вернулось только согласно нашему эфирных ДНК. Все, что касается антимира, отправляем туда, откуда оно пришло. Мгм. Отлично. Хорошо, Виктория. Мгм. Спроси тогда у коллективного сознания, все ли мы сделали для него на этом сеансе. Выглядит как крона дерева с крыльями Мгм. и говорит, что мы можем повторять. Мы — это значит все участники коллективного разума. Можем это повторять много-много раз. Это как давать установку. И я слышу, что просить о помощи, о разуме всегда нужно, да. То есть это как выглядит, Виктория? Каждая душа, например, может попросить этот коллективный разум о помощи? Наполнять каждый входит, как бы вносит свою часть. Это как много людей в одной комнате. Мгм. И эти люди, они могут поддаваться коллективному, я слышу, самоуничтожению до тех пор, пока не появляется там один мудрец, который как бы берет под контроль всех, и просто достаточно вот показать направление. А что же нужно на самом деле? То есть весь фокус в фокусе. Самое главное — это вот истина, жизнь, вот эти коны Вселенной, они непревзойденные, и они дают эту силу, которая растворяет вот, вот эту тьму всю.
Человек Мгм. только вспомнит о Первотворце, о ценности жизни, и в нем сразу появляется эта энергия, которая удерживает человека на правильном направлении. Да, весь фокус в фокусе. На что обращаем внимание, туда и притягиваемся. Мгм. Ну, здорово. Хорошо, Виктория. Информацию о этом сеансе тогда отправим в эфирное пространство, чтобы каждая душа это услышала. Мгм. Хорошо. Ну все, тогда спроси у коллективного разума, все ли мы сделали для него на этом сеансе. Да, Мгм. говорит, что мы разбудили мудрецов. Мы каждый М. раз можем будить мудрецов, М. когда мудрые вещи делаем.